Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на октябрь 2024 года. Смотрим, что ожидает, каковым будет месяц и какие сюрпризы он вам преподнесет. Подумайте о ваших планах на этот период и посмотрим, удастся ли их осуществить. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Основные энергии у вас ложится аркан Тройка жезлов. Карта перспектив, новых возможностей, социальных связей, новых знакомств. Ситуация, когда вы состоите в каких-то сообществах, то есть обрастаете кругом новых друзей, единомышленников. Ситуация, когда вас увлекают новые горизонты, и как следствие вы для себя открываете новые знания, расширяете свой кругозор, интересуетесь новыми направлениями. И неважно, будь то искусство, музыка, кинематограф и так далее. То есть это расширять нишу познаний. В каком ключе для вас это зовется этот аркан? Здесь ложится семерка чаш. Ну, во-первых, это многозадачность, это успевать все и сразу. И, во-вторых, это как исполнять свою мечту, свою цель или задачу. Потому что здесь попытки объять необъятно и осуществить сразу несколько планов, целей или желаний. И я могу сказать, что вам это будет под силу. Вопросы работы. Здесь ложится двойка чаш. Прекрасный аркан, прекрасная карта. На бытовом аспекте она указывает на плодотворное сотрудничество, поддержку. У некоторых подписание нового трудового договора. Кому-то из вас может повезти, потому что будет протекция со стороны или коллег, или вышестоящего руководства, а у некоторых может даже рабочие взаимоотношения перейти в формат личных. Поэтому смотрим и раскрываем, о чем для вас будет говорить этот аркан. Для тех, кто сейчас не работает и работать не может, двойка чаш и двойка монет. Это благодаря чьей-то помощи, поддержке, содействию, может быть, вашей второй половины, вы для себя откроете новый источник доходов. Например, можете получать дотации от государства и монетизировать свое хобби или свое увлечение. Кто-то может получать пассивный источник дохода, но в любом случае на это повлияют ваши близкие люди. Если вы являетесь соискателем, двойка чаш и туз монет – прекрасный шанс, прекрасная возможность, которая перед вами открывается, новые перспективы. Это однозначно вопрос трудоустройства, ну и улучшения финансовой стабильности. Если вы наемный сотрудник, двойка чаш и королева монет. Это рост вашего благосостояния. Может идти бонус, премия, оклад, который будет индексироваться и расти. Или в целом какие-то ситуации, возможности откатов, у каждого по-разному. Но в любом случае по королеве монет это ситуация, когда женщина земной стихии, телец, дева или козерог, влияет на ваши перспективы роста карьерного или финансового на работе. Вопросы бизнеса. Здесь сложится аркан умеренность. Все ровно, все спокойно. Новые гармоничные союзы, контракты, новое сотрудничество, будь то у вас наемный персонал, который закрывает ваши базовые потребности, или это новые бизнес-партнеры, но в любом случае все идет плодотворно, комфортно и в нужном для вас русле. Финансовая сторона вопроса. Здесь у нас королева мечей. Женщина воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, которая может влиять на ваш финансовый план. В положительном ключе сам по себе аркан указывает на своевременное погашение каких-либо долговых обязательств, например, там суды, кредиты, ипотеки или просто возврат долга. Опять же, тот момент, когда вы можете оспорить какие-либо административные штрафы, которые не по вашей вине, либо не по вашей воле. Потому что королева чаш и влюбленные здесь это карты, которые говорят о том, что у вас будут расти доходы, не уменьшаться. Поэтому все для вас идет в позитивном аспекте. Вопросы состояния здоровья. А здесь на повестке дня паж мечей. Паж мечей – это ситуация, которая говорит о том, что пришло время докопаться до истины. Или пройти плановую диагностику, чтобы выявить корень ваших проблем, то есть причину, почему так происходит и как с этим бороться. Опять же, это момент, когда вы можете присматриваться, сопоставлять, сравнивать разные протоколы лечения. Ну, как вариант.
Врач вам назначает на первую неделю таковой формат, потом говорит, давай там увеличим дозировку или уменьшим дозировку, или этот препарат заменим иным. И будет опираться на ваши ощущения, то есть анализировать, что вам идет лучше, где более позитивная динамика устранения текущей проблемы или ситуации. Личная жизнь. Двойка мечей. Двойка мечей – это не то, чтобы вы пытаетесь от личной жизни закрыться. Это может быть просто ситуация, когда у вас стоят более глобальные задачи. И личная жизнь может идти на втором плане. Так ли это? Сейчас с вами проанализируем. Для тех, кто у нас свободен, здесь шестерка чаш. Вас тяготит аспект прошлого, потому что по этим арканам это ситуация, когда вы не можете отпустить привязанность, привычку касательно прошлого союза, прошлых взаимоотношений. И по-прежнему можете тяготиться мыслью восстановления этого союза. Новых знакомств здесь пока не предвидится. Если вы состоите в любовных треугольниках, шестерка мечей может быть уход, дистанцирование от партнера или партнерши с целью разобраться в своих чувствах, переживаниях, понять, действительно ли у вас истинные какие-то мотивы, есть ли эмоции или это просто аспект привязанности, привычки. Для тех же, кто в стабильных парах, аркан Иерофант – это сохранение союза. У некоторых из вас может быть ситуация повторной фиксации брака. Например, был у вас брак юридический, сейчас может быть, как я говорю, церемониальный, то есть венчание как вариант. Для некоторых это может быть момент, когда вы играете две свадьбы. То есть в одной локации, в другой локации. Или, знаете, как просто сам факт сыграть свадьбу, хотя у вас была роспись. Допустим, не было тогда финансовых возможностей. Потому что это и сохранить традиции, нормы. И, так сказать, себя побаловать, возможно, каким-то торжеством. Потому что по этим картам это укрепление вашего союза и взаимоотношений. Совет по тройке монет. Акцент на работу, на развитие ваших профнавыков, вашего мастерства. То есть оттачивайте его, потому что чем более экспертны вы в своей нише, на своем поприще, тем больше заработной платы, оклада вы можете получать. Опять же, тройка монет – это работа над теми планами, целями или задачами, которые вы себе прописали. То есть это, знаете, как не сворачивать с пути. Тройка монет – это пошагово, попланово выполнять все, что вы себе наметили. Ну и, конечно же, у кого-то это может быть подбор партнеров по взаимодействию, то есть с кем выстраивать гармоничные бизнес-отношения, потому что это все-таки карта работы, заработка. Ну и, конечно же, тройка монет – это еще как призыв: инвестируйте в себя, в свое дело и в свои начинания. Тогда это будет иметь масштабное развитие. Посмотрим с вами на неожиданность периода. Якорь, собака и карта рыбы, и дно колоды дерева. Прекрасные карты. Во-первых, они вам сулят продвижение по карьере. Смотрите, якорь, собака и рыбы. Это не просто как бы служить службу, это признание на службе. Причем, видите, в финансовом аспекте рыбы. То есть вознаграждение финансового плана. Опять же, просто эмоционально быть радым от признания в вашем коллективе, в вашем сообществе. Это вопросы продвижения. Опять же, для некоторых это обретение друга на долгие годы, который будет, так сказать, вам служить верой и правдой. Если по состоянию здоровья, это выполнять цикл предписаний врача, который стабилизирует текущее положение вещей или ведут вас в стадию ремиссии. Ну и как следствие вы будете ощущать себя гораздо комфортнее. Вот такой месяц, такой событийный ряд. Пусть он вам идет в плюс. Однозначно, только чтобы у вас отыгрывались положительные события. Буду от вас ждать энергообмена, обратной связи. Я же с вами не прощаюсь. Обязательно услышимся на следующей неделе.